Здравствуйте! Ассоциация героев в аниме One Punch Man — самая тупая организация, которую только можно представить. Бесполезные и вообще не адаптируемые под разные виды героев тесты силы, по результатам которых им присваивается класс и ранг, странная система этих самых рангов, отсутствие какого-либо контроля над своими подчиненными, вследствие чего некоторым можно делать все, что захочется, даже если это не сходится с интересами организации. Полная слепота глав ассоциации и многое другое. Только сегодня, только сейчас и только из уст Рустама Нидо. Разбор ассоциации героев. Начнем с чего-то мелкого и очевидного. Тестирование героев. В мире ванпанчмена существует куча видов сверхлюдей. Кто-то имеет талант к экстрасенсорным способностям, кто-то около бессмертен, кто-то очень быстр, владеет магией, мечом, битой и так далее. Однако ассоциация героев, когда к ним приходят юнцы, желающие вступить в ряды спасителей человечества, занимаются тестированием их физических способностей посредством обычных соревнований, в которых получить высокий балл мог бы, наверное, даже просто какой-нибудь хороший спортсмен, без сверхсил. И все бы ничего, это нормально, ведь в ассоциации героев существует ранжирование участников по силе. Следовательно, сдал тесты плохо или всего лишь на уровне обычного человека, высокий ранг тебе не получить. Однако, что делать, когда подобные тестирования не приводят к получению полной информации о силе новоиспеченного героя? Пример возьмем Тацумаки. Сомневаюсь, что эта карликовая цундера смогла бы пробежать 1,5 километра быстрее, чем рядовой мужичок, хоть иногда занимающийся спортом. Да и другие тесты, может, завалило бы. Но это не делает ее слабачкой, ведь Тацумаки владеет просто невероятной силой телекинезом. А значит, тестирование было бы очевидно бесполезным. И еще вопрос. А что если ответственные за ранжирование героев люди встретят на тестировании того, кто в своей физической подготовке будет выходить за рамки 50 баллов. То есть, вдруг однажды в здание ассоциации войдет человек, который сломает всю аппаратуру и измерительные приборы во время прохождения тестов, пробьет потолок при выполнении прыжка в высоту, покажет результаты выше любого до этого. Ну, как мы поняли, все просто забьют жирный болт на этого выдающегося силача. Геноса определили в S-класс, заранее в нем заинтересовавшись и зная о его разрушительной мощи. Однако Сайтама, обладая в миллионы раз большей силой, заполучил место в C-классе, завалив письменное тестирование, но с его физической мощью ума ему много не нужно было бы, чтобы стать сильнейшим героем мира, если бы только кто-то учел то, что вытворял Сайтама во время экзамена. А второй Сайтама на физических испытаниях своей силой он поломал весь инвентарь ассоциации. В его теле поселился сам бог. О, прекрасно! Этот персонаж в курсе о том, что наш герой неимоверно силен. Может, тогда он присмотрится к Сайтаме получше, повнимательней? Не проигнорирует же он данный факт, ведь в этом все-таки часть его работы. Проигнорирует. К сожалению, Сайтама не заслужил внимания и не заслужит его до сих пор. Скажем спасибо Кингу. Он герой S-класса, но на самом деле просто обычный парень. Невольно, пока наш герой разбирался со злодеями невероятных уровней опасности, Бро присваивал его заслуги себе. Благодаря этому и занял место в высшем классе. Вопрос, каким образом обычный человек дурачил и продолжает дурачить всю ассоциацию героев на протяжении очень длительного времени, зарабатывая себе имя, славу, уважение, и никто ни разу его не заподозрил в бесполезности и трусости. Видимо, начальство у Кинга, как я уже говорил, действительно слепое, раз не видит, что перед ним не сильнейший человек Земли, а просто обычный парниша. И это одна глупость. Но еще большая глупость — это не замечать слона в комнате, то есть Сайтаму в городе Z. Ассоциация героев должна отслеживать ситуацию во всех регионах, в том числе и в городе Призраки. А наш паренек воевал с монстрами там несколько лет подряд. И со слабыми, и с очень сильными. И никто ни разу из ассоциации не заметил подвигов Сайтамы. Это просто какое-то чудо. Два невообразимых чуда. Под именами Кинг и Сайтама. Каждое действие этих персонажей — Кинга, благодаря его славе и позиции среди героев, а Сайтамы после уничтожения его руками астероида должно было отслеживаться ассоциацией. Да и в целом,
Абсолютно за каждым героем требуется какая-никакая слежка. Представьте, что у вас под крылом находятся люди, которые зачастую имеют сверхсилы, борются с, черт подери, монстрами, иногда гиперпопулярны, потому некоторыми своими действиями могут случайно испортить вашу репутацию, а парочка из этих людей обладает мощью, способной разрушать города и страны, иногда планеты. Всех их надо держать в узде и стараться полностью контролировать ситуацию, чтобы в один прекрасный момент не оказаться в неудобном положении. Здесь мы, кстати, переходим к другой проблеме ассоциации. Они не контролируют и не могут контролировать своих подчиненных, то есть героев. Какие рычаги давления на часто наглых, много возомнивших о себе, не очень умных мастеров сферы убийств есть у ассоциации? Да особо никаких. Кроме, понятное дело, денег, которые выплачиваются героям, и, возможно, данный фактор может сдержать не шибко сильных или популярных особ, которые не могут зарабатывать просто на своем имени, но всему S-классу, например, в целом всегда будет плевать на деньги ассоциации. Если герою такого масштаба что-нибудь захочется сделать, он это сделает. И скорее всего его даже не уволят, потому что он будет просто незаменим. Очевидно, подобная ситуация не играет на руку контролю. Главы ассоциации окажутся просто беспомощны, если кто-то из влиятельных героев будет ставить ультиматумы в конфликтных ситуациях, просто не повиноваться, не будет уважать свое начальство и будет делать все остальное из перечисленного вытекающего. У нас есть такой пример из манги. Спойлеров не бойтесь, ничего, что могло бы испортить вам впечатление от просмотра грядущего сезона, не расскажу. Бласт. Первый ранг S-класса, то есть лучший и сильнейший герой ассоциации. Говорят за столом совещания о нем то, что, мол, ему никто не может отдавать приказы, и действует он только тогда, когда захочет. Не хочу спойлерить, но Кинг, Серебряный Клык, Генос, потеряв свои коммуникаторы, то есть лишившись напрочь связи с ассоциацией. Как думаете, что сделали? Наверное, в первый же представившийся момент в страхе увольнения или потери репутации в глазах начальства они побежали в главный корпус организации. Да нет, конечно. Нет, им вообще было все равно. И за подобное отношение им никто и ничего не сделал. Не сделает, да и не собирался делать. Тогда вопрос к главам ассоциации. Вы уверены, что только Бласт забивает болт на ваши приказы? О кооперации и настройке этой кооперации между героями я вообще молчу. Большей части членов ассоциации наплевать друг на друга, и они действуют как захотят. Гаро поймали бы за день, если бы хоть кто-то занимался нормальным планированием операции по его захвату, пока он, наполненный своим высокомерием, просто бегал от одного героя S-класса к другому. Кстати, по поводу высокомерия. Сладкая маска, наверное, пока главный пример данной человеческой черты в аниме, и с ним связана одна из следующих проблем ассоциации героев. Этот талантливый шоумен, помимо того, что является очень популярным актером и певцом, занимает первый ранг в классе А, что означает, если я, представим второй ранг А-класса, стану достаточно силен для перехода в S-класс, то должен буду сначала обойти данного молодого человека, а уже после перейти в класс повыше. То есть просто перепрыгнуть сладкую маску у меня не получится. А он тем, что отказывается переводиться в S-класс, закроет мне и всем героям, не способным превзойти его по силе, дорогу вверх по карьерной лестнице. В чем же кроется проблема? А в том, что ранг сладкой маски не соответствует его силе, правда, по его же заявлениям, но представим, что это правда, и данное смазливое личико действительно могло бы занимать неплохое место в S-классе. Только не делает этого, может потому что считает, что быть на вершине А-класса куда лучше, чем внизу класса S, или потому что, как сам говорит, не хочет позволять слабым героям переходить в S-класс. В общем, мотивы его действий нам не так важны, как то, что он вообще может себе подобное позволить. Имея силу, подходящую для членства в высшем классе, герой может просто отказываться от перехода в этот класс. Представьте, что вы учитесь выпускной год в школе, и уже скоро вам нужно будет поступать в высшее учебное заведение. А вы говорите: «Нет, не хочу», и вас оставляют учиться в школе навечно. В то время всю школьную программу вы уже знаете наизусть, и последующие года для вас будут словно Souls-like с билдом через магию и призыв духов. В
В чем вообще выгода для ассоциации героев предоставлять подобные выборы своим подчиненным? Лично мне кажется, что решение по поводу перехода героя из одного класса в другой должно принимать исключительно начальство или отдел, занимающийся ранжированием героев, но никак не сами герои. Так бы странная вредность сладкой маски не была бы реализована, да и в целом система рангов со всеми ее проблемами стала бы чуть-чуть логичнее. Хотя логика, судя по тому, о чем мы поговорим сейчас, не особо знакома людям, создававшим правила в разбираемой нами организации. На семинаре говорили, что герои С-класса за неделю должны совершить подвиг. Иначе их имена вычеркнут из реестра героев. Вопрос. Как определить уровень преступности в каком-либо регионе государства? Очевидно, по количеству преступников, зарегистрированных органами полиции. Но что, если нарушителей закона зарегистрировано было мало? Какую информацию мы из этого факта извлечем? То, что уровень преступности низок? Или то, что полиция работает недостаточно эффективно и недостаточно хорошо находит преступников? Из-за данной дилеммы мы не сможем определить точный и действительный уровень преступности, опираясь лишь на количество зарегистрированных в регионе преступлений. И очень глупым в этой ситуации будет решить, что при малом количестве найденных нарушителей закона именно полиция работает плохо, а не просто нарушений мало, впоследствии заставляя работников ловить несуществующих преступников. Однако ассоциация героев плевала на это. Они просто берут и ставят героям невысоких классов условия, мол, совершайте один подвиг в неделю, или мы вас увольняем. А что, если за неделю спасителю человечества не подвернется ни одного случая, когда можно будет проявить себя? Заставлять подчиненного выполнять то, что от него зависит лишь отчасти, странно и нелогично, тем более ставя конкретную норму количества подвигов. В целом, может, это и работало бы, если бы ассоциация героев давала своим работникам списки того, с чем или с кем им нужно разобраться. В таком случае Сайтаме и другим героям С-класса не приходилось бы каждую неделю обязательно искать себе на жопу приключения, даже когда в городе все спокойно. Каждый просто выбирал бы себе задачу, шел бы дорешал ее. Но, к сожалению, сейчас мы находимся в мире комедии. В мире, где ассоциация героев нарочно сделана такой глупой и потешной. Ведь так можно создать отличный контекст для раскрытия главного героя, его несоответствие системе, в которую его пытаются запихнуть, в которую он сам пытается протиснуться, но у него не очень хорошо это получается. Ну и смеха ради, конечно. Тупее и смешнее здесь, кстати, может быть только ассоциация монстров, наверное, о которой подробнее рассказано в манге. Если вы хотите рассказ о ней, напишите много комментариев с просьбами об этом. Закругляйтесь все в недотелеграм-канал. Мне еще есть что сказать, но лучше в следующий раз.